Всем привет! Сегодня будем делать с вами новогодний адвент-календарь. Его можно будет повесить на стену или на дверь. Адвент-календарь я делаю для своей сестры, поэтому подарки выбирала, исходя из ее вкусов. Я купила маленькую баночку геля для душа, а также 3 прикольные стеклянные банки с канцелярскими принадлежностями. Она такое любит. Еще у меня здесь стаканчик для карандашей и ручек, а также сами карандаши и ручки. Бирка для багажа. Носочки с французскими бульдогами, потому что она хочет себе француза. Мольберт, на котором она сможет что-то нарисовать. Маршмеллоу – это дополнение к новогоднему стакану. Новогодняя заколка для волос, которую я делала сама. Также брошки, которые мы делали в одном из недавних видео. Ну и как без масок для лица. У меня тут маска с котиком, маска с единорогом, патчи для глаз и блокнотик. Там изображены свинки не потому что год свиньи, а потому что она родилась в этот год. Также еще саше, сережки, гигиеническая помада и значки на рюкзак. Теперь, когда мы определились с подарками, приступим к изготовлению основы. Я взяла деревянное кольцо, а также бечевку. Можно взять также белую хлопковую нить, но с бечевкой, мне кажется, выглядит гораздо лучше. Отрезки бечевки должны быть разной длины, от 50 см до метра. Я отрезаю кусочек бечевки, складываю ее пополам и после закрепляю на основе. У меня будет 20 подарков, поэтому нужно взять либо 10, либо 20 веревочек. Если взять 10 отрезков, то на каждом из них будет висеть подарок. А если взять 20, как в моем случае, то на 20 останутся подарки и еще 20 половинок будут висеть неиспользованные. Когда я закрепила все 20 веревочек, нужно приступать к оформлению. Я использую заснеженные еловые веточки, искусственный хлопок, а также красные ягоды калины. Весь декор я приклеиваю на клей-пистолет. И вот такая композиция, можно назвать ее венок на дверь, у меня получилась. Можно оставить и так, а можно продолжить делать адвент-календарь. Все подарки необходимо упаковать. Я беру крафтовые пакетики и крафтовую бумагу. Еще у меня оставалось несколько коробочек красивого бордового цвета от ювелирных изделий. Маленьких таких, знаете, как колечки дарят. Я хотела в них тоже что-то сложить, но накануне Маффин нашел мою нычку и сгрыз
все до последней. Поэтому крафтовые пакетики так крафтовые пакетики. Можно взять еще втулки. У меня это втулка от бумажного полотенца. Также можно взять втулку от туалетной бумаги. Пользоваться ими очень удобно. Загнул края и готово. Из бумаги можно сделать конверты и положить туда все плоские подарки, например, маски для лица. Также удобно делать пакетики с помощью степлера. Когда все подарки упакованы, необходимо добавить к ним веревочки и вешать на адвент-календарь. На некоторых подарках с помощью степлера я делаю отверстия, где-то 2, где-то 1, и привязываю туда веревочку. И после приклеиваю цифры. У меня от 11 до 31. Кстати, все цифры сделаны разными шрифтами. Мне кажется, так выглядит более интересно. Вы тоже можете распечатать такой же шаблон, как у меня. Я оставлю его в описании. Все подарки я обвязала веревочками, приклеила все цифры, и теперь нужно повесить подарки на основу. Подарки, на которых я не делала отверстия, например, маски для лица и блокнот, я вешаю с помощью степлера. Остальные же подарки я привязываю к веревочкам. Этот календарь можно делать на любое количество дней. Вот сколько нашли подарков, столько и делайте. Кто-то делает на 31 день, начиная с 1 декабря. Но мне было и так очень сложно найти 20 подарков, поэтому сделала на 20 дней. Можно также делать этот календарь не с подарками, а, например, с чаем или какими-то сладкими вкусняшками.
В конце я приклеиваю золотые бантики и фетровые снежинки. И вот такой чудесный адвент-календарь у меня получился. И, кстати, на его изготовление ушло всего пару часов. Поэтому вы точно успеете. Пора начинать!